Добрый вечер и добро пожаловать в Такер Карлсон сегодня вечером. Джо Байден – самый слабый, самый непопулярный лидер за всю нашу жизнь. Он также самый разрушительный. Так вот, это непристрастная оценка. Это не просто мнение правого ток-шоу. Таково мнение подавляющего большинства американских избирателей. Злонамеренная некомпетентность Байдена настолько ошеломляющая, что он в одиночку меняет всю американскую политику. Это затронуло все сферы нашей жизни. Мы видим признаки масштабной перестройки. Они проявляются в результате бедствий, которые создала эта администрация. Старые коалиции рушатся на наших глазах. Внезапно мы видим толпы испаноязычных избирателей и иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Огромное количество молодых людей американского происхождения с поразительной скоростью убегают от Джо Байдена и античеловеческого корпоративного неолиберализма, который он представляет. Нигде эта тенденция не проявляется так явно, как в долине Рио-Гранде в Техасе. Это место, которое на протяжении многих поколений было оплотом демократической партии. Совсем недавно, в 2018 году, демократ по имени Генри Куэльер выиграл выборы округа в Южном Техасе, набрав 84% голосов. В его округе 80% испаноязычных избирателей, и на протяжении десятилетий это означало, что он был демократическим. Но с недавних пор это начало меняться. 2 года назад процент голосов Куари упал на 26 пунктов за один цикл. То же самое произошло с конгрессменами Филимоном Велой и Висенти Гонсалесом. Они также представляют районы на границе с Мексикой. В Техасе они оба прошли путь от огромных побед в 2018 году до незначительных в 2020 году. Испаноязычные избиратели больше не являются автоматически демократами. На самом деле они открыто проявляют враждебность к демократической партии. Поддержка Джо Байдена среди латиноамериканцев упала до ошеломляющих 24%. Это самый низкий показатель среди любой этнической группы в Америке. На прошлой неделе кандидат по имени Флорис уверенно победил действующего мэра Фалу на внеочередных выборах в долине Рио-Гранде. Это был первый раз, когда этот округ стал республиканским более чем за 100 лет. Позже, в шоу, мы поговорим с Флорис о его победе и о том, что это значит. Но не только латиноамериканцы стали презирать демократическую партию. Примерно 9 из 10 чернокожих избирателей поддержали Джо Байдена на выборах 2020 года. С тех пор, менее чем за 2 года, рейтинг одобрения Байдена среди афроамериканцев упал на 20%, и то же самое относится и к азиатским избирателям. На сегодняшний день единственная группа, которая продолжает с энтузиазмом поддерживать Джо Байдена, это его белые избиратели с высшим образованием в богатых районах. Особенно женщины среднего возраста с несчастливой личной жизнью. Если у вас больше 3 кошек, большая сумка, вы одинока и носите маску в машине, значит вы в деле. Все остальные убегают. По сути, мы наблюдаем конец современной демократической партии. Даже MSNBC заметили это. Это подтверждает то, о чем мы говорили после выборов 2020 года. В частности, вдоль границы, в долине Рио-Гранде, Южный Техас, мы видели несколько округов, где избиратели отошли от демократов на 10, 20, 30, 40 пунктов в сторону республиканцев. Это округ, где Майра Флорис выиграла прошлой ночью. Барак Обама получил здесь более 60% голосов, когда в последний раз баллотировался в 2012 году. Хиллари Клинтон выиграла в этом округе с 22 очками. Теперь все резко изменилось. Джо Байден набрал 4 балла в 2020 году, и теперь на внеочередных выборах кандидат от республиканцев одержал полную победу. Когда-то Барак Обама получил более 60% голосов в этом округе. Теперь там голосуют за республиканцев. Это исторический момент. Джо Байден разрушил демократическую коалицию. Итак, вопрос в том, поскольку у нас всего 2 политические партии, как республиканские лидеры реагируют на происходящее? Рассматривают это как возможность. Выдвигают аргументы в пользу своей партии. Предлагают альтернативу тому, что демократы принесли этой стране. Нет, это не так. Они делают что-то совершенно неожиданное. Лидеры республиканцев встали на сторону Джо Байдена в тот самый момент, когда Джо Байден находится в самом слабом положении. За несколько месяцев до решающих промежуточных выборов республиканцы поддерживают его. Они спасают Байдена от него самого. Со дня избрания Байдена республиканцы в Вашингтоне приняли сторону Байдена практически по каждому значимому пункту его политической повестки. Это включает в себя ограничения на ковид, мандаты на вакцинацию, идеологию трансгендеров в школах, санкции против Китая, использование событий 6 января, свободу слова, гражданские свободы, шпионаж разведывательных агентств, сохранение крупных технологических монополий, антибелую расовую политику, охрану границ и энергетическую политику и прежде всего главную проблему администрации — безумную
единодушную и безрассудную поддержку войны в Украине. Республиканцы все согласны. Позвоните в Киев. Это послание республиканцев перед промежуточными выборами. Позвоните в Киев. И, кстати, это происходит не только в Вашингтоне. Это распространено среди лидеров прочно-республиканских государств. На самом деле, чем более республиканским является штат, тем более либеральным склонен быть губернатор. Губернатор Техаса, который обладает одними из крупнейших месторождений нефти и газа в мире, решил построить ветряные мельницы, которые не работают. Губернатор Юты, штата, где Джо Байден получил 37% голосов, начинает разговор с объявления своих предпочтительных местоимений. Я не шучу. Смотрите. Что же, я очень благодарен вам, Габи, за этот вопрос. И я предпочитаю местоимение «он» и «его». Спасибо вам за то, что поделились со мной своими. Это продолжается, продолжается и продолжается. И так далее, и так далее, и так далее. Губернатор Южной Дакоты, где Джо Байден получил 35% голосов менее 2 лет назад, пытался позволить пародии на женщину уничтожить женский спорт в Южной Дакоте. В Техасе оба сенатора не перестают говорить о том, как здорово они провели 19 июня. В Арканзасе, одном из самых консервативных штатов в стране, губернатор поддерживает химическую кастрацию детей. Самое последнее действие Генеральной Ассамблеи, хотя и благонамеренное, отклоняется от курса, и я должен наложить вето на законопроект Палаты представителей номер 1570. Точно так же, по словам губернатора, был остановлен законопроект, запрещающий детям младше 18 лет проходить химическую кастрацию или операцию по смене пола. Этот законопроект — превышение полномочий правительства. Вмешательство государства в отношения родителя, ребенка, врача и пациента не имеет смысла и недопустимо. Когда вы голосуете за республиканцев в Арканзасе, вы голосуете за кастрацию детей. Сколько избирателей республиканцев в Арканзасе знали об этом, когда голосовали за своего губернатора, республиканца? И это происходит повсюду. За исключением губернатора Флориды Рона Десантиса, очень немногие республиканские чиновники каким-либо образом выступают против всего, что делает Джо Байден. На самом деле, они полностью поддерживают то, что он делает. По сути, они помогают Джо Байдену. Почему они это делают? Как вы думаете, почему они это делают? Потому что они на стороне Джо Байдена. Какие бы стилистические различия ни были у республиканцев в Вашингтоне с демократами, они есть, в конце концов, у Митча МакКоннелла гораздо больше общего с Чаком Шумером, чем со среднестатистическим избирателем, республиканцем. Митч МакКоннелл и Чак Шумер едины в своем страхе перед популизмом и в своем глубинном отвращении к американской общественности. И они не одни. Чего Вашингтон боится больше всего, так это демократии, которая позволяет избирателям иметь то, что они хотят. Это запрещено. Республиканцы и демократы создали единую партию специально для того, чтобы предотвратить это. Вы видите это повсюду, но наиболее четко вы видите это в законе о контроле над оружием, который сейчас находится в Сенате. Итак, вы видели, что произошло в Ювальде? Какой вывод мы должны сделать? Что ж, вывод в том, что трусость убивает. В критической ситуации необходима храбрость. Это черта мужского характера, и она совершенно не присуща полиции Ювальде. Там работают трусы. Они могли бы спасти жизни многих из этих детей. Но они отказались это делать. Дверь в класс, где скрывался стрелок, убивающий детей, была не заперта. Полицейские с винтовками были в коридоре через 3 минуты после начала стрельбы, но они даже не потрудились проверить дверь. Вместо этого они позволили сумасшедшему подростку убить этих детей, а сами задерживали и останавливали любого, кто пытался их спасти. Во время стрельбы одна из находившихся внутри учителей, женщина по имени Ева Моралес, позвонила своему мужу. Она сказала, что в нее стреляли, и она сказала, что сейчас умирает. Ее муж случайно оказался офицером полиции. Его зовут Рубен Руис, и он поспешил на место происшествия и попытался спасти ее. Но полиция, которая уже была там, разоружила его и помешала ему войти внутрь, чтобы спасти свою жену и детей. Цитирую, Руис попытался пройти вперед в коридор. Директор техасской полиции сказал, что его задержали, отобрали у него пистолет и увели с места происшествия. Результат. Его жена умерла в школе, как и многие дети. Никто не может больше это скрывать. Мы видели, как это произошло, и мы знаем, что это правда. И все же никто в Вашингтоне не сделал из случившегося вывод, что в критической ситуации нужна храбрость. Урок, который Митч МакКоннелл извлек из Ювальди, заключается в том, что мы должны игнорировать то, что там произошло, и игнорировать преступления с применением огнестрельного оружия в городах, где они действительно происходят. Игнорируйте все это. И вместо этого разоружайте законопослушных граждан, которым не было предъявлено никаких обвинений в совершении какого-либо преступления. Вот Митч МакКоннелл. Я попросил сенатора Корнина о встрече, чтобы обсудить случившееся и прийти к единому мнению о предотвращении таких ситуаций, как ужасные школьные расстрелы. Что касается меня, то я доволен предложенными ограничениями, и если законодательство в конечном итоге будет отражать то, что указано в этих ограничениях, я буду поддерживать их. Я буду поддерживать их. Сколько людей, проголосовавших за Митча МакКоннелла в Кентукки, поддерживают их? 20%?
Нет, думаю, это слишком много. Но вчера, сразу после публикации текста законопроекта о конфискации оружия, Сенат проголосовал всего за несколько часов. Почему? Ну, Джон Корнин сказал, что просто не было времени, чтобы позволить кому-либо прочитать законопроект, даже людям, голосующим по нему, чтобы попытаться понять, что в нем написано. Вчера вечером репортер подслушал, как Джон Корнин, опять же сенатор от Техаса, республиканец, сказал это. Мы цитируем, это всего на 80 страницах. Сколько времени вам нужно, чтобы прочитать это? Затем Джон Корнин появился перед камерами, чтобы объяснить, что Сенат не может принять этот законопроект достаточно быстро. Смотрите. Я не хочу, чтобы мы принимали законопроект с целью поставить галочку. Я хочу убедиться, что мы действительно делаем что-то полезное, что-то, что может стать законом, что-то, что может спасти жизни. Я рад сообщить, что в результате напряженной работы ряда сенаторов в этом зале мы добились серьезного прогресса. Для меня это происходит недостаточно быстро, но очень скоро мы увидим текст двухпартийного законодательства, которое поможет обеспечить безопасность наших детей и наших сообществ. Это нелепо. При обычных обстоятельствах вы бы просто предположили, что эти люди живут в своем собственном герметически закрытом воображаемом мире. Они потеряли связь с реальностью. Они понятия не имеют, насколько они отстают. Но, учитывая контекст этого момента, вы должны интерпретировать это по-другому. То, что вы только что видели, было фактически речью в поддержку Джо Байдена от лидера партии, чья работа фактически заключается в том, чтобы предложить альтернативу Джо Байдену. И этого достаточно, чтобы у вас закружилась голова. Итак, всего через несколько часов после того, как Корнин сказал это, Сенат проголосовал за продвижение этого законопроекта. И что в итоге? Теперь есть $100 миллионов для ФБР. Для ФБР. При этом никто не собирается реформировать ФБР. Мы выделяем еще $100 миллионов ФБР, личному полицейскому управлению Джо Байдена, людям, которые спасли его сына от обвинения в торговле наркотиками. Тогда есть почти $1 миллиард для того, чтобы подкупить штаты, чтобы они цитировали, применяли и управляли этими так называемыми законами об оружии. Теперь эти законы позволяют властям изымать огнестрельное оружие у людей, которые не совершали никаких преступлений. Это нарушение надлежащей правовой процедуры. Это неконституционно, но республиканская партия полностью за это. Законопроект также затрудняет покупку оружия для людей в возрасте от 18 до 21 года. Они могут пойти воевать на Украину, и республиканцы хотели бы, чтобы они это сделали. И в это же время они не могут владеть оружием в своей собственной стране. Теперь вопрос в том, остановила бы какая-либо из этих мер массовые расстрелы в Буффало или Ювальде? Нет. Этот законопроект совершенно не связан с тем, что произошло в Буффало и Ювальде. Это всего лишь повестка дня Джо Байдена. Даже Кевин Маккарти из Калифорнии отказался поддержать это. Итак, перед вами Митч МакКоннелл, ведущий республиканец в Сенате, сотрудничающий с Чаком Шумером, ведущим демократом в Сенате, который выбрал Джона Корнина для передачи послания и сделал это еще до того, как кто-либо успел прочитать законопроект. А затем в Сенате Джон Корнин поворачивается к одному из самых пристрастных демократов в этом органе, Алексу Бадиа из Калифорнии, и говорит: «Далее мы займемся иммиграцией». Его поймали на том, как он говорил это. Сегодня представители офиса Корнина вышли и сказали: «О, это просто веселая шутка. Мы заберем ваше оружие, а затем отправим ваши налоговые доллары Зеленскому на Украину, страну, которую вы даже не найдете на карте. А затем мы собираемся объявить амнистию десяткам миллионов нелегальных иммигрантов». Джон Корнин любит веселые шутки. Есть ли кто-нибудь, кто голосовал за Джона Корнина в штате Техас? Республиканцы Техаса согласны с тем, что это смешно, или тоже считают, что это была шутка? А как насчет избирателей из Южной Каролины, избирателей Линдси Грэма? После встречи в его офисе, чтобы обсудить этот вопрос, раз они так разбираются в этом вопросе, Линдси Грэм вчера вечером тоже проголосовала за конфискацию оружия. Только это не касается Украины. Он проголосовал за то, чтобы отправить больше оружия на Украину. Но здесь у вас оружия быть не может. Нет, это оружие не для вас. И в то же время, как мы уже говорили, Линдси Грэм говорит вам, что ваш моральный долг — поддержать страну, которую вы не можете найти на карте. Но ваш биль о правах, ваши конституционные гарантии больше не действуют. И нет ничего такого, в чем мы могли бы отказать Киеву. Не Техасу. Киеву. Вот Линдси Грэм. Вопрос в том, можем ли мы сделать больше. Должны ли мы делать больше? Ответ «да» на оба вопроса. Что касается моих друзей в Пентагоне, вы сказали всем нам, что эта война продлится 3 или 4 дня, что Киев падет, что страна будет захвачена российскими военными. Вы были неправы. Откровенно говоря, я доверяю суждению президента Зеленского о том, что ему нужна помощь в режиме реального времени, больше, чем кому-либо другому на планете прямо сейчас. Итак, приоритеты, которые они озвучивают публично, настолько далеки от приоритетов американцев, что вы должны задаться вопросом, что вообще тут происходит. Это не просто предательство избирателей республиканцев. Мы часто называем это так. Это гораздо больше.
Это объявление войны избирателям-республиканцам. Они открыто выступают против избирателей. Для протокола, вот полный список сенаторов-республиканцев, которые только что проголосовали за конфискацию оружия. Сенатор Джон Корнин из Техаса, сенатор Митч МакКоннелл из Кентукки, сенатор Том Тиллис из Северной Каролины, сенатор Сьюзан Коллинз из Мэна, сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, сенатор Билл Кэссиди из Луизианы, сенатор Рой Блант из Миссури, сенатор Ричард Берр из Северной Каролины, Митт Ромни из Юты, сенатор Роб Портман из Огайо, сенатор Шелли Мур, капитан из Западной Вирджинии. Как себя чувствуют жители Западной Вирджинии? Сенатор Джонни Эрнст из Айовы, сенатор Лиза Маковски из Аляски и Тодд Янг из Индианы, сенатор Пэт Туми из Пенсильвании отсутствовал на голосовании, но он выступил в его поддержку. Сейчас многие из этих сенаторов представляют самые консервативные штаты Америки – Индиану, Юту, Луизиану, Западную Вирджинию. Каковы были цифры на последних выборах в этих штатах? На самом деле, каждый из этих штатов, за исключением штата Мэн, проголосовал за Дональда Трампа в 2020 году. Прямо сейчас вы видите на своем экране цветные карты результатов выборов в этих штатах. Некоторые из них полностью красные. Итак, еще раз, если вы заботитесь о демократии, вы должны спросить, сколько из этих избирателей пришли на последние выборы, надеясь избрать лидеров, которые поддерживают конфискацию оружия. Конфискация оружия законопослушных американцев – это красный флаг, это объявление войны. Их было очень много. Итак, то, что мы здесь видим, это подрыв демократии. Вы можете голосовать за кого хотите в этой стране. Это может быть республиканец или демократ, либеральный консерватор. Но в конце концов вы получите одно и то же. Вы получите более слабый доллар США, вы получите больше бессмысленных иностранных войн, и вы получите более низкий уровень жизни для среднего класса. В Америке, как и в Западной Европе, разрешен только один вид политики – корпоративная политика. Точно так же, как разрешен только один вид СМИ – корпоративные СМИ. И эти две силы работают вместе для достижения одной и той же цели – больше власти для них, меньше власти для вас. Меньше семей, больше долларовых магазинов, меньше выбора, больше принуждения, меньше разнообразия, больше однообразия. Звучит знакомо. Это китайская модель. Но для Митча МакКоннелла, чья семья, как и многие семьи в Вашингтоне, разбогатела благодаря своим связям с китайским правительством, это кажется нормальным. Но это ненормально. Такой уровень отрыва от того, чего на самом деле хотят избиратели, опасен и дестабилизирует ситуацию. Самоуправление – это то, что сохраняет спокойствие и стабильность в странах. Демократия – это предохранительный клапан. Если вы уничтожите его или лишите его смысла, люди разозлятся и расстроятся, и со временем они станут революционерами. И все в Вашингтоне понимают это, поэтому неудивительно, что они хотят вас разоружить. У вас не может быть оружия, потому что они вам больше не доверяют. И они больше не доверяют вам, потому что знают, что предали вас. Вот как умирает демократия, не в темноте, а на виду. Живите с этим.